Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы ознакомимся с дневником немецкого солдата. Этот дневник был снят с его тела в январе 1942 года. После этого он был переведен и отпечатан в 10 экземплярах для дальнейшего его изучения и анализа. Данный текст без литературной обработки, так сказать, в первозданном виде, поэтому это очень тяжелый для восприятия материал. В нем он описывает продвижение немецких войск в начале войны, километраж которых поражает. Не забывайте оценить видео, а также оставить свое мнение в комментариях. Ну а мы начинаем. 22 июня 1941 года. Утром началась война с Россией. Сначала мы продвигаемся через лес, длиной 5 километров. Потом завоевали два дзота, где осталось лишь несколько русских. В полдень был тяжелый бой. Была ожесточенная борьба за 3 русских блиндажа. Один павший, 6 задетых. Ночью прошли 34 километра. Спали 4 часа. 23 июня 1941 года. Утром в 8 часов выступаем дальше. Идем весь день. Продвинулись на 40 километров. Вечером в 10 часов прибыли к месту назначения. 24 июня. В 7 часов подъем. Чистим оружие. В 10 часов выступаем. После 10 километров марша нас атакуют русские при поддержке танков. Невероятно много наших танков и противотанковых оружий выдвигаются на передний край. Мы окапываемся. Через 2 часа наше продвижение продолжается. Мы подходим к городу. Он совершенно разрушен. За этот день мы продвинулись на 30 километров. Ночью в 12:30 прибыли к месту назначения. Спали 3 часа. 25 июня. В 4 часа подъем. Переправляемся через реку Двина. Очень много остановок во время нашего движения. Сильно стреляет артиллерия. Продвинулись на 10 километров. После обеда отдых, чистим оружие. Подошел наш обоз. 26 июня. В 5 часов подъем. Прочесали лес. В 12 часов ищем укрытие от самолетов. Нас атакуют русские бомбардировщики. В 3 часа двигаемся дальше. Много остановок. В 1 час ночи прибыли к месту назначения. Прошли 30 километров. 27 июня. В 8 часов подъем. День отдыха. Приводим в порядок свои вещи. Осматриваем оружие. Целый день работаем. 28 июня. В 7 часов подъем. Делаем марш на 80 километров с полной выкладкой. Прибыли 29 июня в 8 часов утра. Все совершенно разбиты. До часу спали. После обеда осмотр ног. 30 июня. В 5 часов подъем. Погрузились на грузовики. Проехали 100 километров. В 2 часа полудня прибыли. Этот день отдыхаем. 1 июля. День отдыха. Чистка оружия и осмотр. 2 июля. В 6 часов подъем. Очень сильный дождь. В 8 часов выступаем. Прошли 45 километров. Целый день шел дождь. Прибыли в 10:30. Спали в доме. 3 июля. В 6 часов выступаем. Прошли 45 километров. Сильнейшая жара. Миновали Якобштадт. Большой мост взорван. В 22 километрах за Якобштадтом разбили палатки. 4 июля. День отдыха. Приводим в порядок все свои вещи. Осматриваем оружие. В 2 часа полудня погрузились в железнодорожные вагоны. Проехали 50 километров. Потом 8 километров прошли пешком. Мост, по которому идет железнодорожная линия, взорван. 5 июля. Опять подошел наш обоз. 6 июля. Воскресенье. День отдыха. Чистим оружие. Мы расквартированы в большой школе. 7 июля. Прошли 35 километров. 8 июля. Вечером в 11 часов нас разбудили. Совершили 50-километровый марш. После обеда спали 2 часа. Вечером в 11 часов погрузились на грузовики. Едем через остров. Этот город совершенно разрушен. 9 июля. В 2 часа дня прибыли к месту назначения. Проехали на грузовиках 150 километров. В 3 километрах от противника выгрузились. Быстро чистим оружие. В 3 часа атака ближайшей деревни. Тяжелые бои. Заняли 2 деревни. К 7 часам 1 павший и 4 задетых. После обеда окопались. До этого дня спали каждую ночь в окопах. 10 июля. В 2 часа подъем. 1 час продвигаемся вперед. Потом был бой. Захватили железнодорожную станцию. Здесь принимали участие дымообразователи.
русские отступили, оставив все: мотоциклы, автомашины, много грузовиков и орудий. Это были наши трофеи. Смертельно устали. Мы 3 часа проспали во враге. Много сахара и масла. После обеда в 3 часа второй бой. Принимала участие в нем только 5-я рота с артиллерией и противотанковыми орудиями. Прошли 8 километров. Прежде всего, до основания сожгли всю деревню. Переходим вброд реку, по пояс в воде. Расстреляли много боеприпасов. Русские переходят к нам. Их мораль сломлена. В 9 часов возвращаемся обратно на железнодорожную станцию. Ночью подвергаемся воздушному налету. 11 июля. Этот день отдыхаем, приводим в порядок все свои вещи. В этот день захватили 100 русских. 12 июля. Перед обедом отдыхаем. После обеда в 5 часов выступаем. Прошли 20 километров. Очень скверный отрезок дороги. Расположились в маленькой деревне. 13 июля. Подготавливаем к походу повозки. Разрозненные и разбитые остатки русских непрерывно бродят вокруг нас. До 11 июля у нас было 6 павших и 12 задетых. 14 июля. День отдыха. 15 июля. День отдыха. Нас хотели погрузить на грузовики, но машины не прибыли. 16 июля. До обеда отдыхаем. После обеда в 7 часов отъезжаем на грузовиках и выезжаем на шоссе. 17 июля. Утром в 11 часов прибыли к месту назначения. Проехали 150 километров. Потом 3 километра бежали, залегли в лесу. 2 километра впереди идет ожесточенный бой. Мы находимся в этот раз в резерве. 18 июля. Ночью спали в противотанковых рвах. Каждый день стоим в полевом охранении. 19 июля. В 5 часов утра тревога. Все приведено в боевую готовность. До обеда находились все еще в лесу. После обеда выставили посты на опушке леса, ибо наступали русские танки. 20 июля. В 5 часов подъем, тотчас же выступаем. Возвращаемся на 5 километров назад. Укрываемся в кустарнике. В час дня отъезжаем на грузовиках. Проехали 30 километров в обратном направлении. Разгрузились и окопались на лугу. 21 июля. В час подъем. В 3 часа начинается огонь нашей артиллерии. Целый день шел ожесточенный бой. Много потерь с обеих сторон. У нас 6 павших и 15 задетых. Вечером мы снова окопались. 27 июля. День отдыха. Чистим оружие у полевых повозок. Русские начинают снова артиллерийский обстрел. Прямое попадание в повозки. После обеда снова наступление. Приказано занять ближайшую деревню. Боевая готовность на опушке леса. Русские совершили колоссальнейший огневой налет артиллерии, противотанковых орудий и всех тяжелых видов вооружений. Мы немедленно окапываемся. Эту ночь мы остались здесь. Но в эту же ночь русские отошли. 23 июля. Утром в 6 часов мы продвигаемся дальше. Противник покинул деревню. Здесь он построил сильнейшее укрепление. По прибытию в деревню немедленно выставляем полевое охранение. После обеда прошли 7 километров в обратном направлении. Потом были погружены в грузовики. И возвратились обратно в свой батальон, который располагался на этом же самом месте. Эту ночь спали в палатках. 14 июля. 8 часов подъем. Отдыхали, купались, стирали белье. Все это до обеда. После обеда в 2 часа выступаем на 10 километров. По прибытию немедленно окапываемся. Сильнейший арт-огонь. Из-за этого 3 павших. Прямое попадание. 25 июля. Утром в 4 часа выступления. Продвинулись на 12 километров. 5-я рота в резерве. После обеда отошли в сторожевое охранение. 1 павший. Вечером окопались в деревне. Вечером в 9 часов русские атакуют нас при поддержке танков. Ужаснейшая неразбериха. Танки отбиты. 26 июля. В час ночи опять в боевом охранении. В час дня нам привезли наш обед. 27 июля. Полевое охранение. Находимся в 800 метров от русских. После обеда русские, однако, отступают вместе со своими танками. Под вечер мы взрываем еще одну церковь. 28 июля. Стояли в полевом охранении. В 8 часов вечера ходили в разведку. При этом натолкнулись на противника. 29 июля. Полевое охранение. Опять ходили в разведку от 5-й роты.
Старую деревню снова занял противник. Двое захваченных. В 8 часов вечера выступаем к следующей деревне, но там находится противник, и мы окапываемся перед деревней. 30 июля. В 4 часа наступаем при поддержке 6 танков. Противник отступает. 40 захваченных. До обеда остались на прежнем месте. Опять стреляет русская артиллерия. Мы окопались. Участвую в разведке в следующей деревне. Там находятся разрозненные части противника. В 4 часа выступление 2-го батальона. Кто-то наскочил на мину. Один павший. Вечером получили письма. 31 июля. До обеда отдыхаем. После обеда в 2 часа выступаем. Проходим 10 километров по узким дорогам в кустах. Вечером разбили палатки. 1 августа. Утром 8 часов подъем. Приводим в порядок свои вещи. После обеда в 4 выступаем. 7-я рота находится в 7 километров от нас. Там же находится и противник. Сильнейший артиллерийский огонь. 2 августа. Стоим в полевом охранении. Нам нельзя даже пошевельнуться в окопах. Русские тотчас открывают же арт-огонь. Кухня повернула обратно, не доехав к нам, из-за сильнейшего артиллерийского обстрела. 3 августа. Утром русские атакуют нас при поддержке танков, но их отбивают. У нас один задетый. 4 августа. В 12 часов ночи русские снова начинают обстрел наших позиций из всех видов оружия. В 2:30 ночи они отходят. В 3:30 наши 2 отделения идут в разведку. Русские здорово гоняются за нами, окружают и поливают нас из пулеметного огня. У нас один задетый. Днем снова артиллерийский обстрел. 5 августа. В 12 часов ночи русские снова наступают, но их отбивают. И они снова покрывают наши позиции сильнейшим артиллерийским огнем. Из-за этого у нас 4 павших и 2 задетых. В 9 часов вечера нас сменяет полицейская дивизия. Мы возвращаемся на 10 километров в тыл. 7, 8, 9 августа стоим в полевом охранении. 10 августа. В этот день должно было состояться генеральное наступление на луга. Мы должны были пройти 15 километров до реки. В 3 часа подъем. Начало марша в 5 часов. 2-й батальон в резерве. Прошли 8 километров, окопались в лесу. Один павший. В 10 часов вечера возвращаемся обратно. В час прибыли к месту назначения, пройдя расстояние в 10 километров. 11 августа. В 7 часов подъем. Выступаем. Прошли 10 километров. Окопались в лесу. На открытом месте мы попали под ураганный артиллерийский огонь. Сильнейший дождь. Сильнейший огонь артиллерии. Она разбивает блиндаж и дзот. Перед блиндажами и дзотами все заминировано. Наш батальон продвигается дальше. Мы залегли в ближайшем овраге. Нас обстреляла наша же собственная артиллерия. Это и было причиной больших наших потерь, а также потерь ближайших рот. Наша рота потеряла 3 человека. 13 августа. В 12 часов ночи русские при поддержке танков снова наступают. Под прикрытием танков идет пехота и стреляет бронебойно-зажигательными пулями. Сильный огонь. Уничтожено 6 танков. У нас один павший. В полдень наступаем мы. Наша артиллерия открывает ураганный огонь. Это похоже на дикую огненную пляску. Мы проходим множество павших русских, валяющихся в лесу, в блиндажах. Много захваченных. 14 августа. Наступаем на следующую деревню. Наши самолеты сбрасывают бомбы. Наша артиллерия ведет артиллерийскую подготовку. Противник отходит. Далее мы занимаем деревню. В охранении остается 6-я рота, которая имела тяжелейший бой. Вечером мы возвращаемся в свою роту. 15 августа. День отдыха. В полдень мы идем в разведку. Нас обстреляли. Мы находимся в 10 километров от русских и открываем сумасшедший огонь. Вечером русские наступают на участки 2-й роты. Их подпускают на 50 метров и всех укладывают. При этом было захвачено множество русских. 16 августа. Мы строим окопы. В 100 метрах впереди нас находится лес. Мы устраиваем настоящие блиндажи. 17 августа. Улучшаем постройку и оборудование блиндажей. 18-19 августа. Мы стоим в обороне. Каждый день ходим в разведку. В следующей деревне, находящейся в 2 километрах от нас, находятся русские.
Они также строят блиндажи и дзоты. В обороне находимся до 24 августа. Часто ходим в разведку. Русские несколько раз пытались атаковать нас, но их всегда отбивали. На этом сегодня все. Если понравилось видео, то поддержите его лайком, а канал подпиской. Всем пока. До новых встреч.